Хорошо, давайте перейдем к Меган Маркл и принцу Гарри наконец. Потому что у них действительно очень тяжелая жизнь. Это самая печальная история из всех, что мне довелось слышать. Так как принц рос принцем и был огражден от собственного идиотизма годами. Принц Гарри — это тот самый парень, который еще в 2005 году нарядился в форму нацистов на Хэллоуин. Это как Ральф Нортон. Раз-два и оп, и ничего и не было. На самом деле невероятно, как в этом парне сейчас проснулся капитан. И знаете, что самое поразительное? Чтобы это стало возможным, вам просто нужно проехаться по всей вашей семье. Тем временем Меган — настоящая жертва с очень тяжелой жизнью. Тот героизм, который она демонстрирует у Опры, когда издевается над родственниками своего мужа ради богатства и славы. И, честно говоря, это просто невероятно. И у Меган Маркл было столько сложностей со всем. Например, Кейт Миддлтон научила ее делать реверанс. Или когда принц Гарри учил ее, как нужно себя вести при встрече с королевой, потому что она была невежественной американкой. Провожали ее в залы. И потом она увидела недостатки королевской семьи, которые до нее никто не видел. Она пережила американский расизм и была удивлена, увидев это в королевском дворце. В общем, фильм выходит на Netflix в следующем году, с ней в главной роли. И я не знаю, может быть, ее будет играть кто-то другой, а может быть, она любит видеть себя на экране. Кто их там разберет? В любом случае, вот как она все объяснила. Принц Гарри научил ее реверансу, когда она была простой маленькой домашней девочкой из Америки. Она пришла и столкнулась с тем, что ей нужно узнать обычаи королевской семьи и многое другое. И лишь она одна была способна распознать большой секрет. Расизм. Продолжим с Опрой. Мы с Гарри ехали в машине, и он мне говорит, что там будет его бабушка. Я говорю, здорово, я люблю своего дедушку и любила бабушку, заботилась о ней. И он спрашивает, ты знаешь, как делать реверанс? А я, что? Так ты знаешь, как делать реверанс? Я все-таки думала, что это происходит только снаружи, под звуки фанфар. Я не думала, что это бывает и внутри семьи. Я говорю, но мы же едем к твоей бабушке. А он, ну она ведь королева. И это стало первым, после чего я стала все осознавать. О, боже мой! Она была не в курсе, что перед королевой нужно делать реверанс. Ух ты, как же все-таки тяжело сделать реверанс перед королевой Англии. Это так унизительно быть как все те, кто кланяется или делает реверанс перед королевой Англии. Я просто не могу поверить в это просто ужасно. И вот тогда она все осознала и собиралась узнать о прогнозах королевской семьи. И, кстати говоря, уберем в сторону Меган. Настоящий злодей тут Гарри. Он вырос среди этих людей, а сейчас он во всем их обвиняет. Гарри просто как пакет с мусором, он просто ужасен. Капитан Гарри такой типа, да, я хочу нарядиться, определенно хочу нарядиться, поехать в Лас-Вегас и курить траву, наплевав на все свое королевское наследие. И потом он такой типа, вы знаете, что я сейчас сделаю? Я возьму всю свою семью и просто проедусь по ней туда и обратно, потому что моя жена хочет стать известной актрисой, и она не очень была хороша в форс-мажорах. Так что настоящий злодей тут далеко не Меган. Гарри вдвое хуже нее. Это же его семья. И что бы я ни думал о Меган, он вдвое хуже, чем она. Итак, когда Меган начинает говорить о своих трудностях, о том, что все вокруг были расистами, она говорит о разговоре, в котором кто-то спрашивает ее о том, какой цвет кожи будет у ее ребенка. И вот сейчас я считаю, что это был идеальный момент для Опры. Чтобы спросить, кто же все-таки сказал что-то настолько откровенно расистское? Насколько темный цвет кожи будет у твоего сына? Да что это вообще за тупость? Если честно, я вообще не верю, что это произошло. И знаете, почему я не верю? Потому что никто такой не спросит. Смехотворный вопрос. Насколько темным цвет кожи будет у твоего ребенка? Даже помимо расизма, это же какая тупость должна быть? Человеческая тупость, чтобы вообще додуматься такое спросить. Вы что, не видели детей от межрасовых браков? Чё, серьезно? Вот именно поэтому я в это и не верю. Может быть, это и правда, но она настолько паршивая актриса, что мне просто не верится. А вот и Меган Маркл. Все эти месяцы, пока я была беременна, как раз в это самое время в семье ходил разговор о том, что у него не будет защиты. Ему не будет присвоен титул. А также разговоры о том, насколько темной может быть его кожа. Что? Вырежьте шокированную Опру. Да.
Угу. И, конечно же, потом она свяжет тот факт, что Гарри является 9-м в очереди на трон. И то, что Гарри будет не в безопасности и всего прочего. И то, что в этот момент они уже решили переехать в Америку. И, конечно же, основой для всего этого, основой послужит то, что у него другой цвет кожи. Расизм. Итак, продолжая гнуть свою линию, она говорит, что хотела покончить с собой. И королевская семья не оказала ей той моральной поддержки, в которой она нуждалась. И... Опять-таки, я не знаю, где здесь правда, а где ложь. Но я знаю, как только вы скажете, что вы были склонны к суициду, у вас были суицидальные мысли, то люди, как правило, не задают вам вопросов. Предположим, что это правда. Также я это предположу, потому что я понятия не имею, что делали люди вокруг нее. Потому что мне кажется, что она не является надежным источником в чем-либо, кроме своих чувств. Но также людям не стоит доверять, когда дело касается их корысти и личных интересов. Меган Маркл пытается вменять вину королевской семье за отсутствие внимания к ее суицидальным мыслям. Это чертовски ужасное обвинение. Мне было ужасно стыдно говорить об этом. И стыдно было признаться в этом, в особенности Гарри. Потому что я знаю, насколько сильно он страдал. Но я знала, что если бы я это не сказала о том, что хотела сделать, и я просто не хотела бы больше жить. А потом она говорит, что пошла в специальное учреждение, но ей нельзя было получать помощь извне, потому что в противном случае об этом будут говорить все. А Меган Маркл все и так говорят с того дня, как она стала частью королевской семьи, потому что она читала лекции всем во дворце о расе. Она была на таблоидах каждый день, это во-первых. Во-вторых, я очень сомневаюсь в том, что во дворце не было медицинских работников. Так, ладно, я не буду сомневаться в том, что она думала о суициде, но я буду подвергать сомнению эту историю, так как снова нет никакой конкретики, никаких имен, она просто выдвигает общие обвинения. После интервью Гарри выходит и говорит, что это не была ни Елизавета, ни принц Филипп, ни кто-то, кто действительно имеет значение в королевской семье. Они не будут называть имен, и это довольно весело. В какой-то момент Опра спрашивает Меган, не покинула ли она королевскую семью для того, чтобы создать личный бренд. И Меган такая: нет, 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 нет. Да, конечно, нет, хотя это так и было. Есть история о том, что вы все это спланировали, что все это было сделано намеренно для того, чтобы вы смогли создать свой бренд. Представляете? Насколько это бессмысленно? Я бросила свою карьеру, свою жизнь, бросила все, потому что люблю его. Наш план состоял в том, чтобы сделать этот союз вечным. И я написала письмо его семье, когда приехала туда, в котором было сказано, что я целиком посвящаю себя этому. И я здесь к вашим услугам, что бы ни случилось. Также были определенные вещи, которые тебе делать нельзя. Но в отличие от того, что мы видим в фильмах, нет уроков о том, как правильно говорить, как скрещивать ноги, как соответствовать королевской семье. Нет такого обучения для других членов этой семьи. Ну ладно, понятно. Вначале это было просто до истерики смешно. Вы меня простите, но с какой стороны ни глянь, это безумно забавно. Итак, Опра спрашивает, не присоединилась ли она к королевской семье ради того, чтобы построить себе карьеру. И она такая: вы можете себе представить, что я оставила свою карьеру? Второсортной актрисы третьего эшелона. Оставить форс-мажоры и стала принцессой ради карьеры. Нет, я сделала это из-за другого. Потому что я люблю этого дурака. Вот этого парня. Вот этого самого. Капитана Любвеобильность. Люблю этого парня. Я же бросила работу в форс-мажорах! Форс-мажорах! Угу. Тут определенно чистая любовь. Да, может, они и любят друг друга, отлично. Да, конечно. Хорошо? Конечно. И карьера тут вообще ни при чем. Да, конечно. Это, простите, но это... Я оставила работу в форс-мажорах. И вы предполагаете, что стать принцессой — это карьерный рост? Немного я предполагаю, так как это не горизонтальное движение. Простите, но если сравнивать горизонтальное и вертикальное движение, от актрисы в форс-мажорах до принцессы, это горизонтальное движение? И нет, я на это не клюну. Нет. Итак, Меган не главный злодей в этой пьесе. Меган Маркл — это просто Меган Маркл.
Главный злодей — это принц Гарри. Он знает членов своей семьи, он тот, кто решил позволять своей жене делать все, что она хочет. Он говорит ужасные вещи о своей семье и собирается доказать, что его моральные качества выше, чем у его семьи. Итак, например, принц Гарри говорит, что в отличие от своего брата и отца, находящихся в ловушке, он свободен, как птица. Свободен высказываться о недостатках своей семьи. Во-первых, все люди, очерняющие свои семьи, это просто придурки. Придурки типа принца Гарри. Но он такой типа: они в ловушке, а я свободен здесь с тобой, Опра. С тобой. В этом весь принц Гарри, который опять-таки намного хуже Меган Маркл. Пожалуйста, принц Гарри, объясните, как вы, привилегированный, выросший во дворце как принц, как вы оказались в ловушке? В ловушке системы. Как вся моя семья. Мой отец, мой брат, они в ловушке, из которой они не могут выйти. И я им очень сочувствую. Ох ты, они в ловушке, из которой не могут выйти. А я полностью свободен с тобой, Опра! И знаешь, я лишился королевского наследства, и я могу жить только на 25 миллионов из пожертвований моей матери. Он так и сказал. 25 миллионов долларов. И все же, в основе этой ситуации лежат более глубокие вещи, связанные с расизмом и колониализмом, которые пришли в Британию для того, чтобы там произошло то же самое, что мы видим в Америке. Вся история Британии состоит из колониализма, расизма и жестокости, как и история Америки, которая полностью этому посвящена. И принц Гарри продолжает гнуть свою линию в этом же ключе. Он говорит, что все сделал верно, в отличие от всего мира. Он говорит, что расизм изгнал его из Великобритании, об этом говорили все таблоиды. Это расизм! Затем он приводит цитату. «Я провел много лет, выполняя работу и самостоятельно учась, но из-за воспитания и той системы, в которой я вырос, я не был осведомлен об этом изначально. Но осознание того, что стоит поставить себя на ее место хотя бы на день или те 8 дней, чтобы понять, насколько далеко это зайдет, не заняло много времени». Да, теперь он собирается читать лекции королевской семьи о расах. Опять-таки, единственная причина, по которой Гарри до сих пор актуален, это то, что актуальна королевская семья, но он пытается разрушить ее. Давайте кое-что проясним. Хотя бы насчет принца Гарри вы знаете. Я думаю, что Меган Маркл просто преподносит американскую расовую политику в Британию с самой уродливой стороны. Особенно, учитывая то, что она не хочет называть имен. Давайте будем честны. Если это сказал кто-то из служащих в королевской семье, то если она назовет их имя, их уволят. В данный момент следует исследовать саму Меган, а не королевскую семью, ее отношение к персоналу и сотрудникам. Причина, по которой это имеет более глубокое значение, это то, что все признают, что британская монархия — это просто символ. Символ, не имеющий никакой фактической власти. Это всего лишь символ истории Великобритании. И когда Меган и Гарри пытаются внушить, что вся история Великобритании полна расизма и колониализма, и что они не преодолели это, и что там до сих пор присущ системный расизм, самой любимой части британского правительства, а именно подставному лицу, это знак того, что системный расизм там существует на протяжении всей истории во всех слоях общества. И во всем этом они обвиняют Америку. Вот так вот. Надеюсь, вам понравился клип из шоу Бена Шапира. Если это так, нажмите подписаться и будете в курсе событий обо всех наших шоу.